Всем привет, меня зовут Лена Стасевич. Сегодня хочу рассказать вам новый рецепт красного бархата. Мы в этом видеоуроке приготовим сразу 3 варианта, что можно сделать из этого бисквита. Мы делаем обычный тортик такой классический, трайфлы и вот такие мини-тортики, бенто-торты в виде сердечек. Внутри у нас будет начинка из сливочного крем-чиза, а также домашняя карамель. Торт получается действительно очень нежным, и бисквит такой получается пышный, воздушный и совсем не тяжелый. Так, в первую очередь приготовим тесто. Для теста нам необходимо к молоку добавить лимонный сок, чтобы молоко створожилось. Можно также использовать пахту. Пока отставляем в сторону на 10 минут и займемся разделением яиц. Яйца нужно разделить на желтки и белки, для того, чтобы тесто получилось пышным и воздушным. Я буду его делать вот таким способом. Я люблю отделять желтки с помощью вот такой круглой мерной ложки. Она как бы обрезает и вырезает желток и хорошо отделяет от белка. Это очень быстро и удобно. И теперь в отдельной емкости к мягкому сливочному маслу добавляем сахар, растительное масло. Это мое такое собственное изобретение этого рецепта. Благодаря такому способу бисквит получается не тяжелый и не жирный. Взбиваем до пышности и добавляем желтки, а также натуральный ванильный экстракт. Как его сделать, смотрите здесь по ссылке выше. Теперь взбиваем еще 1 минуту миксером. Проверяем молоко. Смотрите, оно вот так вот створожилось, и это именно то, что нам и нужно было. И теперь мы будем добавлять половину сухих ингредиентов, это мука и какао, а также выливаем сюда половину молока. И добавляем красный краситель. Я использую гелевый краситель. И теперь миксером на низкой скорости просто перемешиваем. Взбивать не нужно, нам нужно только объединить эти ингредиенты. Затем добавляем вторую половину муки с какао и молока. Какао в данном случае у нас придаст такой легкий шоколадный привкус торту и сделает цвет такой более насыщенно красный. Но по факту бисквит у нас получается такой нейтрального ванильного вкуса с легким таким шоколадным привкусом. Я даже не знаю, как это объяснить, нужно просто попробовать. Смотрите, у нас вот такое густое тесто получается, но это еще не все. Сейчас мы должны сюда добавить взбитые белки. Для этого к белкам всыпаем щепотку соли и взбиваем до мягких пик. Обязательно взбиваем до мягких пик, не жестких. То есть меренга должна у нас получиться такой мягкой. Тогда она будет хорошо объединяться с основным тестом и не будут комочков из белков. И теперь частями добавляем к основному тесту и лопаткой аккуратно тесто перемешиваем. Стараемся делать это аккуратно, чтобы белки не опали, потому что именно они придадут воздушности нашему будущему бисквиту. Если вы видите, что цвет недостаточно яркий, можно еще добавить красителя, но лучше это делать до этого, потому что он может просто не размешаться хорошо. В итоге у нас получается вот такое гладкое глянцевое тесто, и вот такой консистенции оно должно быть. Я подготовила противень, застелила пергаментной бумагой, ничем смазывать не нужно, и выливаем сюда наше тесто. Я буду выпекать одним пластом и потом из него вырезать нужные мне формы. То есть я буду готовить бенто-торты, обычный торт небольшого размера, и остатки у нас пойдут для трайфлов. А если вы хотите делать просто обычный классический бисквитный торт, то тогда возьмите 2 формы по 17-18 см диаметром и разделите это тесто на 2 формы. Выпекайте одновременно. И с каждого бисквита полученного вы можете его разрезать еще на 2 бисквита. Итого у вас получится 4 бисквита, обычный классический стандартный торт. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку где-то на 40 минут. Если вы будете делать вот таким одним пластом, как у меня, то у меня это заняло где-то минут 30. Нужно проверять готовность, вот уже через 30 минут пальчиком проверяйте, и верх торта должен пружинить. Также можно делать тест на зубочистку, она должна быть абсолютно сухая. Теперь, пока еще бисквит горячий, перемещаем его на решетку, чтобы он со всех сторон остыл. В итоге, посмотрите, какой красивый пористый бисквит получается, такого ярко-красного цвета. Цвет не изменился после выпекания, остался таким насыщенным красным. И оставляем его остывать. В это время приготовим пропитку.
Я обычно использую пропитку для этого бисквита, но в принципе он и так сочным получается. В пропитку я добавляю воду, сахар и ликер. У меня здесь ликер Малибу. Вы можете добавлять какой угодно ликер или сливки, например. Ставим на плиту и доводим до закипания. Теперь приготовим крем. Крем я буду делать классический сливочный творожный. Я беру сливочный творожный сыр Филадельфия, он должен быть мягкий. Добавляем сюда сахар мелкокристаллический или сахарную пудру, а также жирные сливки. В данном рецепте у меня сливок больше положенной нормы для того, чтобы крем получился очень такой легкий и воздушный. Также не забываем ванильный экстракт. Взбиваем не более 3 минут, чтобы сливки не расслоились, и в итоге у нас получится вот такой нежный воздушный крем. Если вы боитесь, что сливки отслоятся, можете просто перемешать сливочный творожный сыр с сахарной пудрой миксером, а отдельно взбить сливки. И затем с лопаткой объединить эти две массы. Тогда у вас получится такая пышная воздушная масса, вкусный крем такой получится легкий. Теперь перемещаем в кондитерский мешок с круглой насадкой, отверстие 1 см. Я рекомендую использовать такую насадку, чтобы было аккуратное нанесение крема. Остывшую пропитку я переливаю в специальную такую баночку, соусник, и с помощью нее буду пропитывать торт. И мой бисквит постоял, я еще его накрывала пленкой, чтобы он сверху не подсыхал. Смотрите, какой бисквит красивый. И теперь используем уже любые резаки, любой формы. В данном случае я использую сердечки, размер примерно 7-8 сантиметров, потому что это у меня будут бенто-торты, которые должны поместиться в ланчбокс, а для этого нужно делать размер, если вы хотите круглый, например, то это будет 7 сантиметров. Также очень важно было распределить тесто однородным слоем, чтобы он не был с одной стороны выше, ниже. Он должен быть одинаковый по высоте и не очень толстый. Вот посмотрите, какой красивый разрез. Где-то примерно 1 сантиметр, 12 миллиметров. Вот где-то такой высоты для меня это идеальный размер бисквита. Такой сочный, в то же время легкий. И таким образом вырезаем другие формы. Я здесь взяла уже 12 сантиметров, у меня круглый такой тортик будет. Можно из этого же размера сделать просто обычный классический торт. Я буду делать открытый торт, поэтому обязательно должны быть бисквиты одной формы, чтобы это смотрелось аккуратно. Остатки у нас пойдут для трайфлов, а также их можно просто положить в пакет и заморозить, затем использовать для других рецептов, например, делать кейк-попсы, картошку и так далее. Много чего можно придумать. Еще раз вам покажу, какой бисквит этот в разломе. Посмотрите, он настолько мягкий, не жирный. Обычно красный бархат такой получается плотноватый. По многим рецептам из YouTube, вот я пробовала, мне не всегда нравился результат. По этому рецепту я думаю, что у вас получится очень вкусный бисквит, вам он очень понравится. И теперь пришло время собирать торты. Я первый буду собирать бенто-торты. Я беру ланчбоксы, вы, наверное, видели у меня уже на канале, я делала как-то бенто-торты, это эти же ланчбоксы. Кладу вниз листик пергамента 10 на 10 сантиметров и просто укладываю наш бисквит. Пропитываю его. Пропитка уже тоже на ваш вкус, больше-меньше, как вам больше нравится. И теперь подсаживаю крем с помощью круглой насадки. Если вы просто отрежете кончик мешка, то может быть, что неаккуратно у вас получится вот эти самые конусы из крема. Поэтому я обычно пользуюсь насадкой. Мы не придавливаем этот крем, а держим как бы на весу и вот выдавливаем такие кругленькие конусы. Стараемся это делать одной высоты, чтобы торт у вас получился ровным в итоге. В промежутке между кремом я добавляю начинку. В данном случае я использую такую мягкую домашнюю карамель. Ее рецепт вы можете найти также у меня на канале. Ссылка будет под видео, и здесь вот сверху можете нажать, посмотреть. Можно использовать, например, малиновые, клубничные конфи или какие-то другие ягодные или фруктовые начинки. Можно вообще, в принципе, ничего не использовать, и это тоже будет очень вкусный торт. И таким же образом наносим второй слой.
Остатки нарезаем на кубики, желательно одного размера, и из них уже будем делать трайфлы. Если у вас бисквит останется, как я уже говорила, вы можете просто положить его в пакет и заморозить, затем использовать. Для трайфлов используются специальные такие пластиковые стаканчики, они могут быть круглые, у меня квадратные, любой формы абсолютно. Наносим крем, выкладываем слой бисквита. Тут уже все тоже на ваш вкус. Наносим начинку любую. У меня вот осталось немного карамели, я ее постараюсь сюда добавить. На самом деле трайфлы готовят именно из остатков. Например, остался крем в мешке после сборки торта, остались обрезки от бисквита, и очень удобно собирать трайфлы, они очень красиво смотрятся, и в то же время получается такое безотходное производство. Это красиво и вкусно. И, кстати, это очень удобно кушать. Трайфлы классно делать, например, на кэнди-бары, такие порционные десерты. Вставляются сюда одноразовые ложечки пластиковые или деревянные, и каждый человек себе берет. Это очень удобно, на мой взгляд. Сверху украшаем также ягодами, зеленью, чем угодно. Трайфлы также желательно хранить в холодильнике, накрыв крышкой, потому что сверху крем может просто заветриваться, и будет уже не такой аккуратный внешний вид их. Смотрите, как сбоку смотрится классно. Мне очень нравится, стаканчик прозрачный, очень аппетитно, на мой взгляд. И вот у нас в итоге что получилось. У нас получился такой целый полноценный торт, 2 мини-тортика в ланчбоксе, а также 4 трайфла. У меня на самом деле еще бисквита осталось на несколько стаканчиков трайфлов, хватило бы, но у меня закончился уже крем, поэтому бисквит я положила в морозилку в пакете. Потом когда-нибудь его использую. Давайте попробуем. У меня тортик постоял в холодильнике несколько часов. Посмотрите, какой он мягкий. На самом деле, по этому рецепту бисквит очень и так мягкий получается, и его даже не нужно оставлять в холодильнике для пропитки. Можно сразу даже кушать. Он очень вкусный. Карамель очень аппетитно так выглядит. На мой взгляд, получилось просто супер. Я надеюсь, вам рецепт этот понравится. Ставьте лайк обязательно, подпишитесь на канал. А также жду вас в своем инстаграм. С вами была Лена Стасевич. Пока-пока.